Ник Трейси. Басанам 2. Часть 1. Последние 25 дней я просыпаюсь в крошечном домике на высокой скале в океане. Отсюда не выбраться, потому что шторм не ослабевает ни на минуту. Здесь есть деревянная лавка, дощатый пол, стол под квадратным окошком и толстый медицинский справочник. Дверь на защелке не перестает барабанить от сквозняка. На самом деле домик – слишком уж щедрое название для квадратной конуры 3 на 3 метра из кое-как сколоченных досок. Но снаружи без устали завывает бешеный ветер, и я чертовски рад, что у меня есть хоть какое-то укрытие. Жаль, что от соломенной крыши скоро ничего не останется. С каждым новым ураганным порывом в черный космос уносится солидный кусок кровли. Я лежу на лавке и сквозь дыры в потолке любуюсь далекими яркими звездами. Я ничего не помню о себе, не знаю, как меня зовут и понятия не имею, как тут оказался. Однако отрывочные знания о мире сохранились. Например, иногда я с улыбкой сравниваю себя с поросенком Ниф-Нифом, у которого были похожие проблемы с жилплощадью. Я знаю, что в сказке его домик тоже унесло ветром, но не помню точно, спасся он или нет. Надеюсь, моя история будет со счастливым концом. Эта мысль придает мне сил на то, чтобы еще раз обдумать опасный план, который я вынашиваю в голове уже целые сутки. Но отмотаем до момента, как все началось. Я просто проснулся на лавке, открыл глаза и закричал от паники и страха. Когда не можешь вспомнить ничего из прошлого, ощущения малоприятные, как будто из тебя вынули душу, кинули в стиралку, а после высушили и запустили обратно в тело. Ты знаешь, как думать и говорить, понимаешь значение слов, не всех, но картина мира выстраивается заново, словно ты 5-летний ребенок, впервые сбежавший от родителей в опасный криминальный мегаполис. Я выбежал из деревянной конуры и заорал еще сильнее. Мощный воздушный поток едва не сбил меня с ног. Я увидел яркую круглую луну и мириады звезд на ночном небе, увидел узкое вытянутое плато длинной высокой скалы с собой на вершине и вокруг один черный бесконечный океан с седыми барашками волн, что бились об отвесный камень. Но это было еще не все. По центру каменной суши, поднявшейся зигзагообразно над водой на десятки метров, словно хребет доисторического монстра, тянулись рельсы. Железный путь вилял по прихоти скального образования то вправо, то влево и растягивался примерно на 2 километра. Лунный свет вырисовывал неподалеку коробчатый силуэт странной штуки, что стояла на рельсах буквально в 20 шагах от моего укрытия. «Трамвай!» – вспыхнуло в голове. Я было рванулся к нему с криками «Эй!», но тут ветер и правда едва не скинул меня в бушевавший внизу океан, а совсем рядом перед моим очумевшим взором пролетело здоровенное дерево вместе с длинными корнями. Я побоялся, что не добегу до трамвая, и вернулся в свое убогое убежище. На столе ветер трепыхал листы раскрытой книги. Я перевернул обложку и прочел заглавие «Медицинский справочник». Затем вернулся на открытые страницы. Между синдромом Флитвуда-Кьяло и сонной болезнью мои глаза сразу наткнулись на заметку о синдроме Фуги, которая была обведена синим фломастером. Под неровным светом луны я прочел: синдром Фуги – диссоциативное расстройство памяти, редкий вид амнезии, сопровождающийся внезапным переездом человека в новое место. Человек полностью забывает прошлое, хотя сохраняет универсальную память на общие понятия, приобретенные знания и навыки. Обычно больной с синдромом Фуги придумывает себе новое имя и новую биографию. Причина синдрома в серьезной психической травме. Память может внезапно вернуться. Что ж, похоже, кто-то не хотел, чтобы я разбил голову в поисках ответов. По крайней мере, не сразу. Я решил быть последовательным в описываемых симптомах и, дабы не сойти с ума, назвал себя Карлом. Уверен, это не мое имя, но пусть будет. Лучше, чем ничего. Я прильнул к дребезжащему стеклу окошка и вгляделся в очертания одинокой скалы. Дальше, где-то на середине рельсовых путей, различил силуэт похожего домика. В воздухе рядом снова пролетало дерево. Ветер завывал и пробирался в каждую щель. Вряд ли я смогу передвигаться по скале в столь экстремальных погодных условиях. От отчаяния я принялся рассматривать свои руки, трогал лицо и наклонял его ближе к стеклу, чтобы увидеть собственное отражение. Судя по сильно смазанным линиям и пятнам, что мне удалось разглядеть в окошке, мне лет 35, может больше. Черная борода, нос с горбинкой, большой рот, волевой подбородок, густая шевелюра с косой челкой, потерянные и испуганные глаза. Кто же я? Кто? Я лихорадочно осматривал одежду. Синий комбинезон, никаких нашивок, эмблем или имен. Крепкие кожаные ботинки с зашнурованным высоким подъемом и толстой подошвой. Возможно, это униформа. Кто знает, может, я служил на флоте и меня выбросило на эту скалу.
Но никто не сможет забраться сюда при таком ветре, да и без ветра не сможет. Значит, я попал сюда сверху? Мысли путались, натыкались на терминологические барьеры, заходили в тупик. Огромная часть информации в мозгу просилась наружу, но я не мог ее расшифровать. Мне придется искать ответы здесь и сейчас. Честно говоря, я сомневаюсь, что у меня синдром фуги. Какой человек в здравом уме и рассудке переедет жить на безжизненную скалу посреди океана? Иногда мне кажется, что я здесь, чтобы присматривать за Вселенной. В другие дни я думаю, что застрял в чужом кошмаре. Все гипотезы равновероятны. При любых раскладах я остаюсь на чертовой скале посреди Черного океана. Во всех версиях каждое утро я опаздываю на трамвай. На самом деле никаких утр тут не бывает. На протяжении всех 25 циклов сна бодрствования небо оставалось звездным с полной луной, которая восходила с левого горизонта и спустя 7 или 8 часов заходила за правый. Условно я назвал это время днем. В мире скалы ночью я назвал те несколько часов, когда на небе оставались одни лишь звезды, пока луна снова не всходила с левой стороны. Я сознательно называю направление лево и право, поскольку понятия не имею, где тут север или юг. Порой налетали тучи, но под таким ветрищем они надолго не задерживались. Иногда темнота за окном казалась сказочно милой, и я начинал думать, что умер и нахожусь в эдаком чудаковатом чистилище. Случалось, тьма пугала завываниями и жуткими подвижными оттенками черного на водном горизонте, а в другие дни она приобретала неправдоподобное фиолетовое лицо. Я успел изучить сотни оттенков темноты, но за все время так и не увидел рассвета. На трамвай я попал спустя 2 минуты после прочтения заметки о синдроме фуги. Сквозь завывание ветра отчетливо слышалось скрежетание рельсов. Невзирая на жуткий ветер, я стрелой выскочил из хижины. Вой урагана оглушал, в воздухе громыхало эхо неугомонного прибоя. Однако буйство стихии отодвинулось на задний план, когда я увидел сияющий изнутри вагон с горящей желтой фарой впереди. На фоне темного пасмурного неба он выглядел как механический жестяной ангел, спустившийся в тартарары за эвакуацией бедолаг с отшибленной памятью. Трамвай, снаружи красный как кровь, остановился напротив моего дома. Задние и передние двери гармошки раскрылись астматическим выходом. С радостью Робинзона, черт, кто это, я кинулся в переднюю дверцу и как сумасшедший забарабанил по стеклу в кабинку водителя. Там сидела стройная молодая женщина в синей униформе из брюк и блейзера. Возможно, не больше 30 лет. Красивая пепельная блондинка с худым благородным лицом. «Вагоновожатая», — подсказала память. Я продолжал неистово стучать и сбивчиво тараторить слова. «Эй, привет! Вы знаете, где мы? Вы не могли бы открыть? Почему вы молчите? Что это за место? Что произошло? Как вас зовут? Меня Карл, а вас? Куда едете?» Трамвай резко остановился. Я застыл с занесенным кулаком и мгновенно заткнулся. Слышался лишь неутомимый вой бури. Девушка встала с водительского кресла с какой-то алгоритмической точностью, сдвинула дверь кабинки в сторону и без напряга толкнула меня в плечо с такой силой, что я приземлился только лишь в середине салона. Я хотел было вскочить с пола и наброситься на нее, забыв о приличиях, но тут блондинка откинула полу длинной куртки, открывая белую рубашку, заправленную в брюки, и вытащила из поясной кобуры здоровенный серебристый револьвер, который сразу выстрелил, оторвав кусочек деревянной рейки сиденья в 2 сантиметрах от моего лица. «Не делай так больше», – холодно бросила вагоновожатая, протыкая меня холодным взглядом серых глаз. Она ловко убрала револьвер в кобуру, вернулась в кабину, закрыла дверь, и мы снова покатились. Я больше не произнес ни слова. Просто сел на отстрелянное сиденье и обиженно уставился во тьму. Сумасшедшая стерва. Так я назвал блондинку. Салон трясло из стороны в сторону, потолочный свет от 3 круглых ламп на мгновение погасал, но всегда возвращался. Я осмотрелся. 7 рядов двухместных лавок сидений с широким проходом посередине. Красные поручни, прикрепленные к белому потолку, прорезиненный пол, на нем 3 квадратных люка, обозначенных оцинкованными краями. Крайние люки около метра в диагонали, а в середине еще один, значительно меньше. В другом конце салона еще одна кабина управления. В какой-то момент, глядя в окно, я с ужасом заметил пролетающее над нами дерево. Если такая штука попадет в трамвай, нам конец. На поворотах вагон сердито скрипел всем железным туловищем, и мне казалось, его сейчас разорвет на 2 части. От рельсов до краев скального плато в ту и другую сторону вряд ли больше 5 метров. При опрокидывании никаких шансов для маневров. Мы просто рухнем на дно океана, а по пути разобьемся о каменные выступы. Мне захотелось вернуться в свой домик.
Через 500 метров, сразу после зигзагного участка, трамвай встал у второго квадратного сарая с соломенной крышей. Железные двери гармошки пригласительно открылись. Вместе с влетевшим ветром в вагон взобралось жуткое существо. Я сразу назвал его уродом. Голова нового пассажира на чудовищно изогнутой шее срослась затылком с левым плечом. Вошедший не мог смотреть вперед, поскольку изуродованное кривое лицо с сильно деформированным черепом было всегда обращено вверх, к небу. Большие выпученные глаза без конца вращались из стороны в сторону, пытаясь рассмотреть обстановку. Вздутые вены на шее, казалось, вот-вот лопнут. Грязная темная шевелюра свешивалась вокруг плеча, как веревочная швабра. Измызганные серые бермуды, обтрепанные кроссовки и дырявая белая майка с черной надписью «Басанам 2» выдавали в нем признаки экс-человека. «Туриста», — подсказала память. Он был достаточно крупным. Его мускулистые руки наверняка часто участвовали в драках. Вряд ли он таким родился. Возможно, это последствия жуткого эксперимента. Под мышкой урод зажимал пару литровых пластиковых бутылок с водой. Хватаясь за поручни, стукаясь о сиденье, тряся своей шваброй, здоровяк прошел по проходу чуть дальше и сел у другого борта через сиденье от меня. Я обернулся, уставился на питье в прозрачных сосудах и облизнул сухие губы, но когда злые зрачки на задранной голове зыркнули в мою сторону, резко отвернулся. Двери закрылись. Мы покатили дальше. Мне не повезло с вагона вожатой, но я готов был подружиться с уродом, только бы выудить что-то новое о своем положении. Над трамваем пролетело еще 2 дерева с корнями. Я закрыл глаза, мысленно досчитал до 3 и заставил себя встать. Возможно, урод был вовсе не уродом, ведь я не помню, как выглядят другие люди. В конце концов, может, уроды — это я и сумасшедшая стерва. «Извините», — начал я, встав рядом и заглядывая сверху в кривое лицо с огромным красным носом. «Вы не знаете, где мы и что произошло?» Уставшие, обозленные глаза с лопнувшими капиллярами лихорадочно забегали туда-сюда, резко остановились и уставились на меня. Из перекошенной пасти показались гнилые желтые зубы. Урод захрипел, исходя слюной, ощетинился, весь заёрзал и вдруг выудил из кармана бермудов складной нож. Едва я успел опомниться, как лезвие просвистело в нескольких сантиметрах от моего горла. Я успел отпрыгнуть и упал на сиденье у другого борта. «Вагрова!» — гневно захрипел урод, продолжая махать ножом в мою сторону. Я снова захотел в домик. Трамвай невыносимо запищал, взвыл, зарычал и снова запищал, вползая в крутой поворот на очередном зигзаге скалы. С тревогой всматриваясь вперед, прижав лоб к стеклу, я увидел в лунном свете еще одну хижину, рядом с которой росло голое дерево. Все листья содрал ветер, а ствол склонился над бездной в почти горизонтальном положении. Трамвай с трудом вышел из поворота и остановился сразу перед измученным деревом. Урод, пошипев на меня, выбрался наружу через заднюю дверь. Бермуда и майка мгновенно вздулись под ветром, превратив его в бродячего циркача. Он пошатался и едва не упал, но быстро схватился за ручку дверцы и ввалился в хижину. Когда мы тронулись дальше, я заметил, что одну бутылку с водой он оставил на сиденье. Я не знал, для кого она, и решил не трогать, пока жажда была еще терпимой. Мы доехали почти до самого конца 2-километровой скалы плато. Рельсы продолжались дальше и обрывались уже в воздухе над бесноватым океаном. Сумасшедшая стерва остановилась, двери открылись. Тогда я еще не знал, собирается ли она продолжить путь в никуда или просто останется здесь. Я не хотел рисковать и поэтому вышел наружу. Ветер продувал насквозь. Держась за красный железный бок трамвая, я вышел вперед, бросил презрительный взгляд на сумасшедшую стерву и пошел дальше. У края утеса по сторонам от рельс громоздились высокие каменные глыбы, между которыми можно было спрятаться от ветра. Я вошел в эту недоделанную скальную арку и опустился на землю, прижимаясь спиной к камню, а ногами в рельсы. Несмотря на вой ветра, я вздрогнул, когда услышал шипение закрывающихся трамвайных дверей. Сумасшедшая стерва перешла через весь салон в заднюю кабину и, загремев железом, покатила назад. Каждый раз я провожал ее, цепляясь взглядом за желтый глаз задней фары, пока его не смазывала тьма за дальним поворотом. В тот первый день уверенности, что она вернется, у меня не было. Я сидел под булыжником, дрожал от холода и захлебывался от ощущения надвигающейся цели. Казалось, что меня привезли сюда неспроста, что я должен исполнить какую-то важную миссию. Я осмотрелся вокруг. Под торчащими в воздухе концами рельс я обнаружил короткий относительно пологий спуск, испещренный острыми выходами породы. На свой страх и риск я решил спуститься ниже.
Благодаря обилию камней, за которыми можно было прятаться от бокового ветра, я преодолел путь к нижнему уступу и вновь оказался на крутом обрыве. Я приблизился к океану всего на 2 своих роста, но до воды оставалось еще чудовищно далеко, возможно 30 или 40 метров. Словно бескрылая птица, я прочно загнездовался между валунами и, лежа на животе, осторожно выглянул за край скалы. Увиденное отозвалось бурным сердцебиением. Железная лестница вбита в породу. Она уходила до самого океана, а там внизу на крошечном пятачке гладкой каменной плиты скрипела цепью лодка, привязанная к гнутому штырю. На синей облупившейся краске я разглядел надпись желтой краской «Басанам-2». Драконообразные волны окатывали ее белой пеной, вцеплялись солеными зубами и пытались унести с собой. Но лодка огрызалась.